Добрый день, друзья и зрители моего канала. В этом видео я расскажу вам, как добавить субтитры на иностранном языке к вашим видео. Не секрет, что добавление субтитров расширит аудиторию вашего канала. До этого у меня было видео о том, как добавлять субтитры при помощи вкладки «Сообществ», которая была в YouTube. Однако со временем YouTube эту функцию убрал, и поэтому сегодня существует несколько другой способ добавления субтитров, о котором я вам и расскажу сейчас. Итак, друзья, переходим в творческую студию YouTube. Переходим на страничку «Контент». И вот здесь у нас с вами есть разные клипы. Давайте вот возьмем какой-нибудь клип, к примеру, вот этот. И кликаем здесь «Редактировать» и кликаем здесь «Субтитры». В этот клип уже добавлены субтитры на русском языке, они автоматически сделаны. Мы можем зайти и изменить эти субтитры. Вот, изменить временные метки, или загрузить файл, или скачать эти субтитры. Вот, редактировать в виде текста. Таким образом у нас вот есть наш файл, видите? Выбрали редактировать в виде текста, и мы этот файл, он разбился у нас по временным кодам. Здесь должны в русском языке подкорректировать и затем перевести на иностранный язык, ну, к примеру, возьмем английский. Кликаем «Опубликовать». Вот, теперь у нас этот файл опубликован с русскими субтитрами, и мы теперь делаем таким образом. Мы видим, что у нас теперь два файла. У нас есть файл, который был создан автоматически, и тот файл, который мы якобы редактировали на русском языке. Ну, по-хорошему его надо было отредактировать и проверить, но с целью экономии времени для записи этого видео мы сейчас это делать не будем. Теперь что мы делаем? Мы вот этот файл можем удалить, он нам не нужен. Просто удалили. А этот файл мы оставили, мы можем с ним работать. Можем исправить в этом файле русский язык, сделать его достаточно хорошим, причесанным и культурным. Мы теперь скачиваем этот файл для того, чтобы в этом файле добавлять именно английский язык и делать определенные исправления. Переходим вот здесь сюда «Скачать», кликаем и скачиваем именно SRT файл, потому что такого рода файлы будут хорошо загружаться обратно в творческую студию. Вот этот файл мы скачали. Теперь мы закрываем нашу творческую студию и будем работать с этим SRT файлом. Он называется у нас Captions SRT. Этот файл мы будем открывать в редакторе, который нам подходит, но самый лучший редактор для этого, и я его рекомендую, он бесплатный, называется Notepad++. Ссылочку, где можно его скачать, я оставлю под этим видео. Мы запускаем этот файл Notepad++ и открываем файл, который мы скачали. Он у нас находится в загрузках. Вот, таким образом, что мы видим? Мы видим, что этот файл у нас содержит все тайм-коды, которые нам нужны. Вот эти тайм-коды, их не надо исправлять, потому что ничего не получится, и работать тогда субтитры правильно не будут. Тайм-коды оставляем так, как они есть, а текст, вот этот русский, мы заменяем на английский текст или на любой другой иностранный язык. В этом вам могут помочь либо ваши друзья, либо можно воспользоваться переводчиком Google. Например, мы берем, запускаем Google переводчик, к примеру,
И здесь меняем язык. Вот, например, берем, выделяем вот этот кусочек, делаем Ctrl-C, копируем его в Google переводчик, и нам переводит на английский язык Google переводчик. Мы опять-таки выделяем этот текст, копируем, и вот нам надо его сюда вставить обратно. Только самое важное, нам не испортить тайм-коды и разбивку вот эту по строкам. Это очень важно. Иначе субтитры будут работать неправильно. Мы удаляем русские субтитры и вставляем Ctrl-V английские субтитры. Вот у нас получилась здесь лишняя строчка, мы ее удаляем и возвращаемся таким образом на 6-ю строчку. Вот у нас есть одна строчка, которая просто пропуск здесь перед цифрой 3, допустим. И тоже делаем со следующим текстом. То же самое. Повторяем, копируем, переводим. И таким образом также Ctrl-C вставляем его в это место. И таким образом мы работаем с нашим файлом до тех пор, пока мы полностью его не переведем. После этого мы наш файл сохраняем. Мы можем здесь этому файлу предоставить другое имя. Например, это у нас получается английский. И кликаем «Сохранить». Закрываем наш редактор, закрываем наш переводчик. Вот в загрузках у нас сохранился английский текст. Находим в нашей творческой студии наш файл, с которым мы работали. Кликаем «Субтитры». И здесь кликаем «Добавить перевод на другой язык». Выбираем здесь английский и кликаем вот здесь «Добавить». Английский язык будет добавлен после того, как мы загрузим файл. Вот у нас есть опция «Загрузить файл». Выбираем современными кодами. Продолжить. Это вот у нас английский файл здесь. Открываем. И вот у нас, видите, файл здесь появился со всеми временными кодами. Поскольку мы не допереводили до конца у нас идет русский язык. Но вот здесь мы видим у нас английский язык в первой и во второй строчке. Кликаем «Опубликовать». И вот у нас получились английские субтитры. И у нас появляются, видите, английские субтитры. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, оно чем-то было для вас полезным, оно вам помогло, ставьте лайк и до встречи в новых видео на моем канале.